Сегодня приготовим нежные мясные тефтели, которые буквально тают во рту. Перед тем, как начнем, напомню, что весь список продуктов находится в описании под видео. Для основы беру фарш весом 800 грамм. В данном случае выбор пал на индюшиный, так как он менее жирный на мой вкус. Дальше беру одну крупную луковицу и начинаю натирать ее на крупной терке. Спасибо за ваши теплые слова, которые вы пишете под каждым видео. Это очень мотивирует делать новые рецепты. Теперь к фаршу. Отправляю одну морковь, которую предварительно натираю на мелкой терке. Многие спрашивают про секреты сочности. Так вот, в этом составе панировочные сухари и немного молока играют немаловажную роль. Сухари удерживают мясные соки внутри, не давая им вытекать при обжарке, а молоко делает массу более пластичной. Добавляем чеснок, пропущенный через пресс, соль, копченую паприку и черный молотый перец. Перемешиваю массу до однородности. Начинаю формировать тефтели плюс-минус одинаковой формы, чтобы они приготовились одновременно. Придаю им круглую, слегка приплюснутую форму и обваливаю в муке. На сковородку с хорошо разогретым растительным маслом выкладываю наши заготовки. Обжариваю с двух сторон до уверенной золотистой корочки. Здесь не нужно доводить мясо до полной готовности. Наша задача запечь вкус внутри. Пока заняты обжаркой, можно подумать о том, какой гарнир лучше всего подойдет к нашему сегодняшнему блюду. Лично я считаю, что картофельное пюре или рассыпчатый рис – это классика. Но сегодня мы пойдем другим путем. Переходим к самому интересному, к созданию подливки. В отдельную миску наливаю томатный сок. Если его нет под рукой, вполне подойдет томатная паста, разведенная с водой до состояния соуса. Добавляю специи для мяса, еще немного копченой сладкой паприки, соль и свежий чеснок через пресс. Обязательно немного сахара для баланса вкуса, так как томаты всегда требуют этой сладкой ноты, чтобы убрать лишнюю кислоту. Перекладываю тефтели в сковородку поглубже или кастрюлю. Тщательно перемешиваю соус этой смесью наши тефтели. Важная особенность. Желательно, чтобы соус покрыл их хотя бы наполовину, а лучше чуть больше. Кстати, тут наступает момент для кулинарных дискуссий. Из банки с консервированной кукурузой сливаю жидкость. А как вы считаете, стоит ли добавлять жидкость от кукурузы прямо в подливку? Или это будет лишнее? С одной стороны, там концентрированный вкус и сладость, с другой стороны. Это может изменить густоту соуса. Напишите об этом в комментариях ваше мнение. Саму кукурузу высыпаем сверху на тефтели. Это добавляет блюду яркости и приятной текстуры. Но это еще не все. В морозилке нашлись дольками нарезанные замороженные помидоры, которые также сюда добавляю. Включаю средний огонь, добавляю лавровый лист для аромата, накрываю крышкой и оставляю томиться на медленном огне примерно 15 минут. В процессе приготовления попробуйте соус. Добавьте, что вам не хватает – соль, сахар или ваших любимых специй. Время прошло, и аромат на кухне просто невероятный. Кукурузу слегка подмешала, чтобы она равномерно распределилась в соусе. Подавать такую красоту будем с особенным гарниром. Сегодня это салат из свеклы. Он очень питательный, пикантный и с настоящей изюминкой. Ссылку на рецепт этого салата из свеклы оставлю в заставках к этому видео, чтобы вы могли составить идеальное меню для полноценного ужина. Если этот рецепт вам приглянулся, поставьте лайк. Это очень поможет тем, кто еще не видел это видео, найти его в ленте и тоже приготовить вкусный ужин. Заглядывайте на канал почаще, ведь здесь на канале найдется что-то простое и интересное на каждый день. И еще, перед самой подачей можно посыпать тефтели мелко нарезанной зеленью. Это добавит свежести и визуального контраста. Приятного аппетита и до встречи в новых видео!